Сон Кихун – это не просто главный герой, это коллективный образ социального краха. Он символ человека, сломленного системой, временем и собственными ошибками. И в этом его реалистичность пугающе настоящая. Это не герой в сияющих доспехах, это человек, у которого все пошло не так, и который уже давно перестал верить, что может быть иначе. Когда зритель впервые встречает Кихуна, перед ним нерешительный, вечно оправдывающийся взрослый мужчина, который по сути живет как подросток в теле 40-летнего человека. Он живет с матерью, не платит по счетам, врет и уклоняется от ответственности. Он проигрывает последние деньги в азартных играх, чтобы купить подарок на день рождения дочери. И даже подарок оказывается бесплатным автоматом с игрушками. Это не только бытовая неудача, это демонстрация глубоко укорененного чувства непринадлежности к миру успеха и ответственности. Кихун боится быть взрослым, потому что взрослая жизнь приносила ему только боль, увольнение, развод, отчуждение от дочери. Он не способен быть отцом в социальном смысле, потому что внутренне сам остался ребенком, ищущим одобрения и защиты. Кихун страдает зависимостью от азартных игр, но это не просто слабость, это форма психологического бегства. Он играет не ради богатства, он играет, чтобы почувствовать контроль над хаотичным миром, где все давно вышло из-под его влияния. Игровой автомат становится для него псевдо-богом, слепым, но хотя бы обещающим чудо. В этих кратких моментах азарта Кихун чувствует себя живым. Именно в этом ключ к его характеру. Он не злой, он не жестокий, он просто сломлен и даже не сопротивляется. Он типичный маленький человек, доведенный до состояния безысходности и оттого податливый любым обещаниям спасения. Кихун – бывший рабочий автозавода, уволенный в результате массовых сокращений. Он участвовал в протестах, где видел, как убивают его товарища. Этот фрагмент, показанный вскользь, один из самых важных в его биографии. Он потерял веру не только в государство, но и в саму возможность справедливости. Он узнал, что быть хорошим, честным и трудолюбивым недостаточно, чтобы выжить. Это породило в нем то, что в психологии называют выученной беспомощностью, состоянием, при котором человек перестает верить, что его действия хоть что-то меняют. Поэтому он и выглядит инфантильным, он перестал принимать решения, потому что мир научил его, что любые решения приводят к боли. Он словно заморожен, и все, что он делает, это избегает нового краха, даже если для этого нужно жить в фантазии. Когда Кихуну предлагают участие в игре, он уже почти на дне. Его преследуют коллекторы, мать больна, дочь уезжает к отчиму в Америку. Ему буквально некуда идти, и это не метафора. Он стал человеком, которого мир выкинул за пределы полезности, поэтому выбор в пользу игры не из жадности. Это отчаянная попытка вернуться в жизнь, пусть даже ценой риска. Важно, что после первой игры гигантская кукла, он один из тех, кто голосует за прекращение игры. Это говорит о наличии у него морального компаса и эмпатии, даже несмотря на разруху внутри. Он не сразу становится частью системы, он пытается спастись без нее, он выбирает уйти. Но и это ужасно. В реальном мире ему еще страшнее, чем в игре, где его могут убить за проигрыш. Потому что в реальном мире его уже давно убили, просто медленно и без выстрелов. Решение вернуться в игру – ключевой поворот. Оно не продиктовано надеждой, а осознанием, что за пределами игры у него нет ни свободы, ни опоры, ни цели. В игре хотя бы честно выживет сильнейший, а снаружи только неравенство, долги, равнодушие и смерть без объявления войны. Такое решение часто встречается у людей, находящихся в состоянии крайнего отчаяния, когда угроза известна и потому безопаснее, чем хаос и унижение в обычной жизни. Кихун не верит, что сможет жить, но он все еще надеется, что может умереть правильно, может быть даже победить. С первых минут Кихун выделяется среди игроков, он смотрит на людей, а не на цифры. Он помогает старому игроку под номером 201, проявляет участие, дружелюбие, даже юмор.
В мире, где всех приучили к циничной выживательной агрессии, его человечность выглядит глупостью, но именно в этом его сила, он сохраняет себя. Он не герой, не лидер, не стратег, но он человек, и это становится редкой валютой в аду, где все продают остатки своей души за право дышать. Сон Ки-хун в первом сезоне – это психологический портрет утопленника системы, человека, которому отказали во второй попытке. Его падение не происходит за одну ночь, оно длится годами. Каждый неудачный день, каждая потерянная работа, каждая бессонная ночь с чувством вины и стыда приближали его к краю. Он неплохой человек, он человек, который больше не знает, как быть хорошим. Он стыдится себя, избегает себя, но все еще надеется, пусть смутно, слепо, больно, что можно выжить и остаться человеком. В игре, где человека превращают в цифру, он неожиданно становится тем, кто напоминает. Цифра может снова обрести сердце.